Самый сильный босс Скайрима. 90 уровень. 4000 здоровья. Чудовищный урон, мощнейшая регенерация, иммунитет к эффектам контроля, угроза высочайшего уровня. Возможно ли прикончить этого монстра, не используя в бою с ним оружие, не используя магию и крики, без спутников, без эксплойтов и без читов? Сделать это так, чтобы фраг не засчитался в статистику. И самое главное, выполнить этот квест максимально пацифистским способом, не тронув за прохождение ни одного другого NPC в Скайриме. Но ведь это просто безумие! Здрасте, мои маленькие любители пацифизма. С вами Синтетик, и сегодня я замахнулся на самый шизанутый челлендж, который смог придумать. Я собираюсь завалить только Карстага, без оружия, магии, криков и спутников. Присаживайтесь поудобнее и наслаждайтесь зрелищем. Позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи, я отправлюсь за тобой, чтобы путь мне не пророчил. Сперва в двух словах о сути челленджа. Прежде всего, почему Карстаг? Есть же эбонитовый воин, которого многие считают сильнейшим боссом. Это заблуждение. Для Карстага эбонит не более чем мальчик для битья. Без учета неспортивных скриптов, которые не дают убить некоторых боссов кому-либо, кроме главного героя, Карстаг побеждает в поединке абсолютно всех боссов Скайрима. И тут есть важный момент. Для игрока эбонит в каких-то случаях кажется опаснее Карстага за счет более универсального стиля и множества очень неудобных перков, типа парализующего выстрела или отражения урона. Так что можно долго упражняться в софистике, рассуждать, что с каких-то позиций, в каких-то определенных ситуациях эбонит может быть сильнее. Но в самом честном и прямом сравнении силы, в первобытном мужицком мордобое, у эбонита нет шансов против Карстага на любой сложности, на любой версии игры. Если где-то на просторах Ютуба ты видал, как эбонит побеждает Карстага, значит в таких боях были подрублены моды. Итак, я собираюсь шлепнуть только самого сильного босса Скайрима. Только означает, что я вообще не буду трогать других неписей. Пацифизм игровых челленджей делится на два типа – фактический и юридический. Юридический пацифизм позволяет перемочить хоть пол Скайрима, хоть весь. Главное, чтобы фраги не засчитывались в статистику. Я называю это пусси-пацифизм. Но я ставлю себе жесткое условие истинного пацифизма. Я не трону ни одного непися, кроме Карстага, вне зависимости от того, идут фраги в стату или нет. Не буду заводить в ловушки, не буду натравливать друг на друга с пилами, не буду сбрасывать с высоты и дальше по списку. Я буду буквально как адепт джайнизма, подметающий перед собой землю, чтобы не раздавить муравья. Но это еще цветочки. Чтобы было веселее, я наложу на себя ряд дополнительных ограничений. Для подготовки к ликвидации Карстага я буду применять магию и пару известных абузов, чтобы быстрее прокачаться и избежать лишних напрягов. Но в самом бою с ним я не буду использовать оружие, я не буду использовать магию, включая суммонов, мне не будут помогать спутники или питомцы, разумеется, я не буду юзать читы и даже не прибегну к эксплойтам, типа легендарного глича с ведром или чего-то подобного. Я завалю сильнейшего босса игры честным методом, который сможет опробовать каждый из вас, и не только против Карстага, но и против чуть ли не любого врага. Эй, ты! Не спишь? Ты нарушитель границы, так? Итак, наше с тобой самое мирное прохождение начинается так же, как и любое другое, с повозки Хелгена и выбора расы. Проклятые братья Бури! А ну все заткнулись! Перед тобой Ульфрик Буревестник. Савнгард ждет. Боги, пожалуйста, помогите мне! Генерал Тулей. Доводите их из повозки. Приехали. Я вам не дам! Лучники! А кто ты? Я выбираю расу высокого эльфа, мне понадобятся его расовые бонусы. Вот только дефолтные пресеты альтмеров какие-то угрожающие. Непорядок. Мой пацифист-ликвидатор должен выглядеть более мирно. Идеально. Дальше то, что мы с тобой видели уже как минимум миллион раз. Ты не из Талморского посольства, высокий эльф. Бездну список. Давай его на плаху. Я что, все утро ждать буду? Имперские ублюдки! Жил без страха
И умер без страха. Следующий. Твоя очередь. Дракон. Легенды не сжигают деревень. Прыгай на крышу и беги. Держись рядом со мной, если хочешь жить. Беги, убийца! Проклятый предатель! С дороги! Быстрее! Выбираю Ралофа, потому что он ближе. Ну и потому, что у него 2 топора, и он будет нашинковывать супостатов быстрее Хадвара. Прохождение Хелгена мало чем отличается от стандартного, за исключением одной маленькой детали. Ралоф тащит эту каточку соло. Ну а я твой типичный тиммейт в любой онлайн-игре. В катакомбах под фортом подбираю только зелья, ингредиенты и снаряжение с хорошим соотношением цена-вес. Назад теперь не пройти. Там медведица впереди, видишь? Я знал, что мы выберемся. Кажется, на сей раз он совсем улетел. По выходу из пещеры также иду с Ралофом, с ним безопаснее. По дороге собираю все ингредиенты, которые вижу. Можно завернуть к бандитам и, пока они щелкают клювами от такой наглости, взять все ценное, да и не мудрствуя лукаво сделать ноги. Как говорится, грабь награбленное, экспроприируй экспроприаторов. Небо утреннего стяг, в жизни важен первый шаг. Выбираю камень мага, чтобы быстрее прокачиваться. Есть много способов быстрой прокачки, но в среде профессиональных абузеров магические ветки всегда были номером 1 для сверхбыстрого поднятия левелов. И тут стоит рассказать о моем подходе. Как я вообще собираюсь качаться, каким будет мой пацифистский билд. Передо мной стоит несколько фундаментальных задач. И первоочередная задача — это... Часть 1. Первичное накопление капитала. Я вынес из Хелгена какое-то количество барахла, но его продажа принесет сущие копейки, а мне нужно больше золота. Главный источник дохода Давакина — продажа лута сраженных врагов. Но пацифисту этот путь недоступен. Так что, если ты задаешься вопросом, почему я стою в водопаде и ловлю лосося руками, ответ — я занимаюсь бизнесом. Итак, первоначальное накопление капитала. Забираю у Гердур все, что можно продать, вычищаю в ее доме все, что плохо лежит, а особое внимание уделяю чесноку. Не поверишь, но чеснок — это самый ценный лут, которым можно на халяву разжиться в Ривервуде. Позже объясню почему. Сбываю Лукану все собранное барахло, кроме ингредиентов, ну а дальше прямой курс на Вайтеран. Волки нападают, милорд! Ладно, не совсем прямой. На пути также есть пороги, и я ловлю еще больше лосося для моего стартапа. Дальше попадаю в веселые приключения на фермах в предместьях Вайтерана. Великан явно против меня что-то имеет, но я избегаю драки, ибо пацифист понимает, что насилие порождает насилие. Помни, никакой агрессии, даже вербальной. Самый мирный герой, пацифист, должен стоически переносить коммуникацию даже с самыми невыносимыми персонажами. Давай на чистоту. Skyrim полон быдла. Хамство, надменность, оскорбления. В играх мы на все это привыкли отвечать грубо. Но, как известно, злость и ненависть — путь к темной стороне. На любую вербальную агрессию пацифист должен отвечать смиренно и сдержанно. Вот, кстати, один из образчиков местного колорита, который попытается пошатнуть твою внутреннюю гармонию. Помни, спокойствие, сдержанность, пацифизм. Все молокососы вечно ноль. Не говори больше такие вещи. Ладно, но смотри у меня. В Вайтеране мне нужен Фарингар, но сначала собираю ингредиенты и выполняю пару мелких квестов. Спасибо. О, хвала Аркею! Прежде чем входить в драконий предел, надо обязательно занырнуть под мост и собрать морские желуди. В драконьем пределе наконец-то добираюсь до Фарингара. Тот еще тип. Высокомерный сноб, грубиян и задавала. Каждым словом пытается тебя унизить и выставить дураком. Но помни, как бы ни бесили местные гопники, пацифист должен быть выше этого. О, ты не просто наемник, а еще и мыслитель. Может быть, ты даже ученый? Может, у тебя уши заложило, но Ярл Балгруф сказал, что моя работа наиважнейшая. Значит, тебе пора шевелиться. Ты, несомненно, куда больше подходишь для такой тривиальной задачи, нежели я.
Те, кто возвышают себя, будут унижены, а кто смиряется, тот возвысится. Я покупаю у Фарингера ровно 2 спила, приглушение шагов и магический свет. Чтобы прокачаться до 50-го плюс левела и закрыть 100 иллюзий, мне нужны только эти 2 спила. Но дальше кульминация моего первичного накопления капитала. Благодаря крохоборству, которым я до сих пор занимался, удалось скопить 1000 с хвостиком септимов. Неплохо, но для моих целей катастрофически мало. Так что перехожу к сути стартапа. Буду подниматься на зельеварении. В Скайриме можно скрафтить много разных зелий и ядов. Все они имеют цену, и цена эта может быть самой разной. Некоторые комбинации ингредиентов дают ядреную смесь предельно дорогих эффектов, которые конвертируются в зелья баснословной стоимости. Даже с нулевыми навыками алхимии можно скрафтить такие микстурки, что главной твоей проблемой станет найти, у кого есть достаточно золота, чтобы их купить. Конечно же, я не просто так мог в водоемах, добывая лососи и морские желуди, и не просто так лутал у Гердур чеснок. Комбинация из икры лосося, морского желудя и чеснока дает зелье с эффектом водного дыхания, а также регена маны и здоровья. Интересная микстура. Цена – мое почтение. Да и из других ингредиентов, что я насобирал, можно кое-что состряпать. По итогу у меня остается единственная проблема – где все это продать. Но это беда не беда. Хотя Аркадия и Белитор очень быстро исчерпывают запасы септимов, через 2 игровых суток они обновляют капиталы, и нет ничего проще, чем продавать им зелья, отматывать 2 суток и продавать снова. Что ж, давай подсчитывать прибыль. Мой кошель потяжелел до 6 с небольшим тысяч септимов. Этого достаточно. Первичное накопление капитала завершено, переходим к следующему этапу плана. Часть 2. 50 уровень. Прокачка изменения и иллюзии. Вторая фундаментальная задача моего плана – апнуть 50 уровень. В отличие от Эбонита, появление Карстага не привязано к уровню игрока. С ним можно смахнуться хоть на 1-м левеле. Но именно 50 уровень, как минимум 50-й, нужен мне для максимальной эффективности моего метода ликвидации. Есть много способов быстрой прокачки уровней, но в среде профессиональных абузеров абсолютный гегемон в этом направлении – изменения. Обычно его абузят старым дедовским способом. Сначала делают нулевой расход маны на эту школу, или через стак зачарований, или через талант черной книги «Секрет волшебства». Потом изучают заклинания телекинез, поднимают им какой-нибудь тяжелый предмет и используют быстрое перемещение в любую дальнюю локацию. После перемещения изменение прокачивается до 100. Но этот метод не для меня. Прокачивать зачарование, чтобы настакать чарок на нулевой расход маны, я банально заколебусь. Это очень долгий процесс, он требует много ресурсов, и его особо не заабузишь. Но секрет волшебства не только влетит в копеечку по квесту раскопки, но и недоступен мне по условиям челленджа. По этому квесту нельзя продвинуться, не зачистив данж от драугров, чего не позволяет моя пацифистская аскеза. Мдя, то нельзя, это нельзя. Ну и как же тогда я буду абузить изменения? О, есть один инновационный метод. Я отправляюсь в солитьюд. Залезай в повозку и отчаливай. И вот как раз сейчас выстрелит чеховское ружье с выбором расы. Мне понадобится максимальное количество маны, и как раз ману дает расовый бонус альтмеров. Помимо того, нужна предельная скорость регенерации маны, а это работенка для альтмерского таланта высокое происхождение. И вот мы на месте. А теперь следи за моими жестами. Сейчас я буду демонстрировать непревзойденное искусство абуза школы кота. Почему кота? Потому что я буду использовать один из секретов мистера Кэта. Что такое? Почему ты ржешь? Не воспринимал мистера Кэта всерьез, да? Там Ридгарцы, Хаммерфелл, лорные воины, хихи-ха-ха. Смеялся над мистером Кэтом, да? Ну и кто смеется теперь? Да, именно в этом месте, у ворот солитьюда, если обратить взор к небу, к далеким звездам и начать кастовать магический свет, с бешеной скоростью качается изменение. Сказать по правде, тут мне не особо-то и нужно высокое происхождение, разве что для начального импульса. Каждый раз, когда у меня заканчивается мана, я восполняю ее повышением уровня. Как только изменение повышается до 100, объявляю его легендарным, и наша песня хороша, начинай сначала. Очки атрибутов я вкладываю в ману до тех пор, пока ее не станет 500.
500, больше мне не надо. Остальное вкладываю в здоровье, выживаемость еще понадобится. Итак, около 10 минут реального времени понадобилось мне, чтобы 7 раз поднять изменения до мастера и 6 раз сбросить до новичка. И то, это я не торопился, любовался видами, предавался размышлениям. Думаю, если процесс заспидранить, можно уложиться и минут в 5. Эта процедура принесла мне желанный 50 уровень. Дальше по плану иллюзия, must-have для любого уважающего себя пацифиста. Конечно, избегать сражений можно и без иллюзии, за счет скрытности, например, а самое верное, за счет быстрых ног, которые, как известно, демеджа не боятся. Одно из преимуществ расы высоких эльфов – высокий рост. За счет роста Альтмеры – самая быстрая игровая раса Скайрима. Но иллюзия не просто облегчает моему ликвидатору реализацию его пацифистских наклонностей. Суть в том, что некоторые пункты моего плана без иллюзий практически невыполнимы. Для прокачки иллюзий у меня сверхбыстрых решений нет, только старый дедовский метод обуза приглушения шагов. Надо сказать, есть древний миф, мол, прокачка иллюзий идет быстрее, если спамить приглушение возле большой толпы народу. Лично я не нашел этому подтверждения. По мне, прокачка идет одинаково что в толпе, что в закрытом помещении, где ты абсолютно один. Но так уж глубоко я этот вопрос не изучал и решил просто на всякий случай поспамить заклинания в толпе. Ускоряет это прокачку или нет, так хотя бы веселее, чем делать это в полной тишине и одиночестве. Тем более, что за толпой далеко ходить не надо. По счастливому случаю она буквально за стенкой. Пришла поглазеть на казнь Рогвера. И вот здесь как раз в полной мере раскрывается высокое происхождение. Врубаю его, чтобы 60 секунд спамить с пилы без остановки и не ждать по часу каждый раз, как закончится мана. Иллюзия качается уже не так быстро, как изменения, но все же качается, как ни крути. Где-то 8 минут реального времени, и я прокачал ее до 76. Я беру все перки иллюзий, каждый из них очень важен. И, поскольку перков у меня теперь даже больше, чем мне нужно, вкачиваю ветку изменения. Все так же ради выживаемости, которую дают резисты, броня и поглощение заклинаний. Небольшой экзамен, с твоего позволения. Отличная работа. Ты меня видишь? Дальше я направляюсь в коллегию, с блеском прохожу вступительный экзамен Фаральды и, наконец-то, инвестирую накопленный капитал. У Древиса Ниларена мне нужно купить ровно 2 спела – невидимость и умиротворение. Стой смирно. Великолепно. А у Толфдера я покупаю эбонитовую плоть. Со спелами на этом все. До самого конца прохождения мне больше не понадобится ни одно заклинание. Теперь возвращаюсь в Солитюд и докачиваю иллюзию до 100. Ты владеешь магией? Привет. Играешь в пятнашки? О, ты владеешь магией? О, ты владеешь... О, ты владеешь магией? О, ты владеешь магией? О, ты владеешь... О, ты владеешь магией? О, ты владеешь магией? О, ты владеешь магией? О, ты владеешь магией? Что я там говорил? В толпе качаться веселее? Ты даже не представляешь, как мне сейчас весело. О, ты владеешь магией? Ты владеешь магией? О, ты владеешь магией? Владеешь магией? О, ты владеешь магией? Ты владеешь магией? О, ты владеешь магией? Ты владеешь магией? О, ты владеешь магией? В общей сложности на прокачку иллюзии до 100 у меня ушло чуть меньше 20 минут реального времени. Что ж, билд почти готов. Время переходить к 3-й части плана. Единственное, чего мне все еще не хватает в билде, это регенерация маны и снижение затрат на спелы иллюзии. Мне придется часто и много кастовать для подготовки к бою с Карстагом, и можно попасть в просак, оставшись без маны. Самым простым способом разогнать ману было бы заобузить квест «Балансировка». Это еще один известный абуз. По заданию Древиса нужно почистить фокусные точки в коллегии, посейвскамить перед ними и выловить эффекты мощнейшей регенерации маны на 2 часа реального времени. Но это 100% эксплойт, так как известно, что ускоренная регенерация маны – это баг. А по условиям челленджа я использую эксплойты только для ускоренной прокачки и не применяю их в бою, так что этот способ отпадает, но не страшно. Мне не нужны какие-то сверхпоказатели, хватит одеяния мастера школы иллюзии. Но есть проблемка, одеяние стоит недешево, а у нас денег нет. Часть 3. Вторичное накопление капитала.
Чтобы скопить деньжат на одеяние мастера, я уже не буду ловить лосося и добывать чеснок. Теперь я мастер иллюзии, а значит заработок пойдет куда веселее и энергичнее, а именно методом грабь награбленное. Спел умиротворения, которую я выучил, это уникальное заклинание. При полностью вкачанной ветке иллюзии и касте с 2 рук он успокаивает врагов до 72-го левела. 72-го. Врагов выше этого уровня в Скайриме раз-два и обчелся. Так что наш пацифист теперь практически неуязвим. Главное только ушами не хлопать. Комбинация невидимости и приглушения шагов делает его виртуозным мастером скрытности. И большие скопления врагов я могу просто пробегать незамеченным. Но для полной незаметности надо ползать на карачках в режиме скрытности, а у меня на это времени нет. Так что план прост до гениальности. Врываешься в данжи. Бац, бац, бац. Успокаиваешь тех, кто тебя заметил, бежишь до сундука, забираешь лут и топишь к следующему данжу. Что тебе нужно, малявка эльф? Так я пронесся по всему владению Вайтран. Забрал лут из лагеря Тихих Лун, лагеря Чистых Родников. Бам, бам, бам. Взял дары для гостей у великанов водоема Холодный Ветер. Обчистил форт Греймур. Бум, бум, бум. Заглянул в приют Ридарана. Чавелла! Джекпот! В приюте Ридарана, кстати, мне попался обруч на снижение затрат маны в иллюзии. Дальше я обнес логово плута. Пиу, пиу, пиу. Потом пещеру Сломанный Клык. Последним данжем, который я обнес, стала сосновая застава во владении Фолкрет. Бац, бац, бац. Ключик, пожалуйста. Время от времени я подворовывал у бандитов, чтобы немного вкачать карманные кражи. Они мне вскоре понадобятся. Дальше продаю все экспроприированное имущество. Мне впритык хватает на одеяние мастера иллюзии. Правда, продать пришлось буквально все, даже старую робу. Наконец-то я полностью готов к походу на Солстейм. Кульминация близко. Переходим к 4-й, заключительной части плана. Часть 4. Ликвидация Карстага. А пока порекомендую другое свое видео. Если хочешь узнать, как легко и просто превратить в NPC давакина из другого прохождения, как собрать пати из дюжины своих давакинов, сохранив им модовую внешность, броню и заклинания, и даже как поженить 2 давакинов из разных прохождений, переходи по подсказке на мой гайд на эту тему. Мой путь лежит к докам Виндхельма, но сразу на пристань я не пойду. Видишь ли, заплыв на Солстейм стоит 250 септимов, а я теперь с дыркой в кармане, хоть и богато одет. Сворачиваю к посту предателя и ищу там доброго самаритянина, который пожертвует мне пару септимов. Перков у меня навалом, так что вкачиваю карманные кражи. Джекпот. Эта добрая душа припасла для меня 250 септимов. Ровно столько, сколько берет за проезд старина Гьялунд Пут Соли. Теперь вкачиваю карманные кражи еще на единичку для будущих свершений и, наконец-то, отправляюсь на Солстейм. Карстаг ждет. Или, я бы даже сказал, поджидает. Ну где ты там, маленький? Добро пожаловать в Воронью скалу. На Солстейме, скажу я тебе, быдланов ничуть не меньше, чем в Скайриме, и на меня сходу наезжает какой-то грубиян. Но ему не пошатнуть гармонию пацифизма, нет. Я тебя не знаю, тебе придется ответить перед Ридаранской стражей. Мы следим за тобой. Объясни, зачем ты здесь, чужак. Я здесь по делам. В Вороньей скале мне нужен Гловер Мэлори. Я беру у него квест на древнюю нордскую кирку, забираю кирку у Карелия, и Гловер дарит мне ее за труды. Вскоре эта кирка мне понадобится. Теперь мне придется пешкадралом пересечь весь Солстейм, что я и делаю, попутно избегая бандитов, успокаивая кабанов и лавируя между нетчами. И вот он, пункт назначения – курган Белого Хребта. Для завершения моего билда осталась последняя деталь – секретный ингредиент, который ждет меня прямо здесь. Захожу внутрь и иду в недра.
Внутри кургана меня интересуют два вида ресурсов. Первый из них – поврежденные брюшки пауков-альбиносов. Их можно добыть с дохлых пауков или найти в паучьих кладках. Сколько их можно тут налутать – вопрос везения. Ведь в любой точке сбора могут заспавниться как поврежденные, так и обычные брюшки. А мне нужны только поврежденные. Но мне пока что везет. Поврежденные брюшки попадаются довольно часто. И второй ресурс, который мне нужен – это рубины. В кургане Белого Хребта полно месторождений рубинов, и именно здесь пригодится кирка, которую я получил от Гловера. Следую дальше в недра. Попутно успокаиваю пауков и захваченных пауками бандитов, собираю все поврежденные брюшки и рубины. В конце кургана, перед самой криптой драконьего жреца Дукана, я нахожу Мерилор Рендас, безумную исследовательницу, которая и устроила в кургане паучий апокалипсис. Мне нужно стащить у Мерилор ключ. Именно ради этого момента я и прокачивал карманные кражи. Ведь если кража провалится, весь мой план накрывается медным тазом, ибо ликвидировать Мерилор я не имею права по условиям челленджа. К счастью, 90% шанс кражи срабатывает на ура, и ключик у меня в кармане. И вот он, альфа и омега нашего с тобой челленджа. Аппарат для создания паучьих свитков. И здесь время остановиться и раскрыть суть моего плана. Как именно паучьи свитки позволят мне ликвидировать Карстага? Чтобы ответить на этот вопрос, придется погрузиться в некоторые подкапотные механики Скайрима. Дело в том, что паучьи свитки — это не свитки спелов призыва, как может показаться на первый взгляд. Они не призывают суммонов или питомцев. Они именно спавнят пауков, которые функционируют как отдельные независимые неписи. Так что, если твои пауки кого-то убивают, фраг засчитывается им, а не тебе. Но как раз в этой их черте кроется грандиозный факап для моего челленджа. Дело в том, что эти пауки — боевые камикадзе. Их особенность в том, что они обычно погибают. Пауки-прыгуны прыгают на врага и погибают, взрываясь. Окутанные стихиями пауки этим не страдают, но у них всего 111 хп и нет резистов. Стоит Карстагу пукнуть, и от них мокрое место останется. То есть, если я заспавню этих пауков, точно зная, что они погибнут, я стану причиной гибели NPC, что запрещено условиями моего челленджа. И что же выходит, я зря проделал весь этот путь? Конечно, нет. Понимаешь, среди всего многообразия пауков, которых можно скрафтить в аппарате, есть лишь один вид, что удовлетворяет условия моего пацифистского челленджа. Это взрывающиеся пауки. Читаем описание свитка. Помещает на землю мертвого паука, который взрывается, если враг подходит слишком близко. Вот оно, Эврика, бинго! Эти пауки уже мертвы, а как известно... То, что мертво, умереть не может. То, что мертво, умереть не может. Я могу сколько угодно спавнить этих пауков, они не погибнут, ибо уже мертвы. Но это все еще отдельные неписи, хоть и мертвые, так что фраги от взрыва будут засчитываться не мне, а дохлым паукам. И еще очень важная деталь. Живых пауков можно спавнить только по 6 штук. Это лимит. Если попытаться заспавнить еще, предыдущие отъезжают. Но у взрывающихся пауков лимита нет. Их можно наспавнить столько, сколько есть в инвентаре. Да, маски сброшены, покровы сорваны. Именно так я собираюсь ликвидировать Карстага. Всего за забег по кургану я насобирал 14 поврежденных брюшек паука-альбиноса и 16 рубинов. Из одного брюшка и одного рубина получается 3 паучьих свитка, так что я могу скрафтить 42 паука. На самом деле так много мне не надо, столько пауков хватило бы и на 2 Карстагов, но пусть будет запас. А пока я бегу в ледяную пещеру за черепом Карстага, давай поговорим о том, почему паучьи свитки настолько круты. Как они вообще смогут пробить могучую тушу сильнейшего босса Скайрима с 4000 хп? Видишь ли, у паучьих свитков есть одна особенность, о которой не пишут ни во внутриигровых описаниях, ни на вики. Информацию о ней можно найти только в глубинах Creation Kit игрового редактора. Урон паучьих свитков растет с повышением уровня игрока и достигает максимума к 50 левелу. Как видишь, это главная причина, почему мне было так важно апнуть 50-й. До 10 уровня урон пауков, мягко говоря, не впечатляет. Они дают всего 26 стихийного или ядовитого и 16 физического урона.
В общем-то, любая непрокачанная руна дает больше дэмэджа. Но каждые 10 левелов урон пауков неуклонно растет, и к максимальному 50 уровню достигает 106 стихийного и 96 физического урона. 200 урона, половина которого физический. Это буквально самое мощное оружие Скайрима в голых цифрах, без учета бустов от перков и навыков, разумеется. Пауки бывают огненными, морозными, электрическими и ядовитыми. Глядя на статы Карстага, совершенно очевидно, какие пауканы смогут его пронять. К морозу и яду у него полный иммунитет, к электричеству 75% резиста, а вот к огню 25% уязвимость. Разумеется, я скрафтил именно огненных пауков. Также у Карстага 150 брони, что немного снижает входящий физический урон. Путем нехитрых подсчетов понимаем, что огненные пауки будут наносить 211 общего урона. И чтобы шлепнуть Карстага, мне понадобится 19 мгновенных прямых попаданий. Ведь если пролонгировать процесс, включится его чудовищная регенерация, и пауков потребуется гораздо больше. Но перед самым началом сражения я раскрою тебе свой последний секрет. Покажу, как нехитрым методом увеличить урон пауков еще вдвое, чтобы они просаживали Карстага не по 200, а по 400 хп. Тогда в чистых цифрах мне потребуется вообще всего 10 пауков, чтобы потушить сильнейшего босса Скайрима. А я тем временем добрался до ледяной пещеры. Беру череп Карстага, это артефакт, нужный для призыва нашей цели. И вот она, финишная прямая. Мой путь лежит к руинам замка Карстаг. По пути я помирил бандитов и ледяных привидений. Уверен, они теперь будут жить-поживать да добра наживать. Как же хорошо быть пацифистом. Ну и вот, долгое путешествие закончилось. Осталось только войти и сразиться с Карстагом. Упс. Ворота заперты на замок уровня мастер, а у меня только одна отмычка. Называется «Просчитался, но где?». Так, ладно, смотри. Показываю только один раз. Наблюдай за моим непревзойденным искусством. Сейчас я открою мастерский замок всего одной отмычкой. А может, и не открою. К счастью, в руины можно попасть и в обход. Иду в пещеры замка Карстаг и уверенно прохожу их насквозь. Я не помню этого места. Черт, заблудился. Ну не смейтесь, не смейтесь. Я последний раз был в этих пещерах больше лет назад, чем некоторым из вас отроду. Чертов лабиринт. Фух, наконец-то все. Выхожу во двор замка, и тут надо успокоить кучку риклингов. Отматываю время, чтобы было лучше видно, и приступаю к созданию ловушки ликвидатора. Выкладываю пауканов на землю и аккуратненько сдвигаю в могучую кучку. Если выбрасывать их неосторожно, они могут сдетонировать, и ты рискуешь ликвидировать не Карстага, а себя. Раскладываю 12 пауков. Как я уже говорил, в голых цифрах мне их нужно 10, но у огненного взрыва есть свой радиус, и разложить пауков так, чтобы Карстаг получил полный урон от каждого, довольно проблемно. Так что раскладываю дюжину, чтоб наверняка. И вот настало время моего последнего секрета. Смотри внимательно, показываю только один раз. Сейчас я в 2 раза увеличу урон огненных пауков. Бинго! На сложности новичок неписи получают в 2 раза больше урона из всех источников. Да, я уже вижу, как ты тянешься потными ручонками напечатать, что новичок — сложность для пусик. А я вот считаю, что для пусик обуза ведра. Вопросы? Но если серьезно, можно, конечно, сделать это и на более высоких сложностях. Разложить больше пауков в несколько кучек и провести Карстага по ним. Но зачем? Зачем париться, когда можно не париться, если вся разница только в количестве пауков? В условиях моего челленджа не было ни слова об уровне сложности, так что я банально не вижу смысла крафтить 1 000 000 пауков для Карстага на легенде. Ну а теперь кладу череп на трон и бегу к паукам. Тонкий момент, важно идеально контролировать дистанцию. Достаточно близко, чтобы Карстаг не пробежал мимо, и достаточно далеко, чтобы не подорваться вместе с ним. Занял позицию. И помни, крутые парни не смотрят на взрыв.
Ну что, друзья, самое мирное прохождение завершено. Челлендж выполнен на все 100. Карстак ликвидирован, в бою с ним я не использовал оружие, не использовал магию, крики. Мне не помогали спутники и суммоны. В статистике 0 фрагов, и я не убил за прохождение ни одного другого NPC. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Подписывайтесь, чтобы не потеряться и не пропустить следующие видео. Поддержите канал лайком и комментом. А я на этом прощаюсь. С вами был Синтетик. До новых встреч! Ой, ладно, уговорил. Сделаю это на адепте. Но только ради тебя. Да-да, тебя, мой единственный зритель, который до сих пор не скипнул видос. Чмок в пупок.